Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро расклад. Знаки судьбы. События до конца апреля. Давайте узнаем, как меняется ваша реальность или с чем это будет связано. Возможно, что скоро произойдет, случится, или вы узнаете какую-то информацию, возможно, какие-то неожиданности, которые откроются перед вами. Одним словом, куда вас заведет судьба, мои дорогие рыбы и рыбки? Вот давайте с вами узнаем, что важно знать или что нужно услышать прямо сейчас. События до конца апреля, и мы делаем этот прогноз почти, ну еще даже самое где-то начало. Мы приближаемся к середине месяца. 13 числа Венера ретроградная выходит в прямое движение. И я так вижу, что многие вопросы вторая половина апреля как придут в движение, или информация какая-то будет прояснена, или траектория какая-то для вас будет более очевидна. И первую карту мы, которую с вами достанем, будет означать, что скоро будет, или что вы, возможно, вычеркнули из своей жизни, а оно к вам вернется. Вторая карта, в чем вы, возможно, поставили точку, а оказалась запятая, а может быть и многоточие. Какая правда откроется или что прояснится. Знаки судьбы, что вам хотят передать высшие силы, что вам важно услышать. Куда вас заведет судьба, знаки судьбы, второй знак. И к чему все идет, знаки судьбы. Итак, давайте узнаем. Ух, вот так. Карта Солнца. Что вы вычеркнули из своей жизни, оно вернется. Какое-то солнце, какую-то перспективу, которая у вас явно формировалась в предыдущий период времени. И здесь у каждого по-своему. Это могла быть какая-то тема, задумка по части, конечно, и работы, вашей самодостаточности, иными словами, честолюбивый план какой-то. Хотя я допускаю, это могла быть и история любви в личных отношениях. Может быть, тоже были контакты с конкретным человеком, и вы их вычеркнули. Или сказали, нет, это не будет продолжаться по разным причинам. Вы себя на что-то уговорили, чего бы тут ни касалось, будь то сфера личной жизни, любовная история, или сфера ваших достижений, или даже по заработкам, к примеру, когда вы предпочли или себя тоже где-то или уговорили, или проанализировали, приняли решение, что да, вот этим есть смысл заниматься, а чем-то нет. Одним словом, вы успели от чего-то или от кого-то отказаться. А вот теперь это как с новой силой возвращается в вашу жизнь. И я вам хочу сказать, вот у каждого проанализируйте, в какой области или сфере вашей жизни сейчас присутствует то событие или человек конкретный, который словно возвращается. Или вы это тоже где-то готовы вернуть. Почему? А это дорого любимо. Это то, чем хочется заниматься. Или это тот человек, с которым хочется быть вместе, развивать отношения. Пусть это по сфере заработков, да, была какая-то одна стратегия, но была и другая. Вы ее оставили так на потом или решили, ну, теперь этому не время. И вот именно вот то, что было на каких-то последних позициях, но явно не первых, оно теперь выходит как солнце, которое вам освещает путь. Есть какая-то радость и, безусловно, вдохновение. Но это карта счастья, это карта возможностей. И я повторюсь, скорее всего, вот это будет продолжено 6-8 месяцев. Считайте, до конца года. Какую-то траекторию вы однозначно берете в апреле месяце. Не обязательно вторая половина. Возможно, это ваше важное решение, которое было либо в начале апреля, либо в конце даже марта, с учетом большой ретроградности, которая у нас вообще длится с конца 2024 года. Некоторые такие жизненные коллизии, метаморфозы, когда мы отдали предпочтение одному, а потом передумали, вот могут возвращаться. В чем вы поставили точку, оказалась запятая. Ну вот и по способам заработка или дохода, по вашим, опять же, честолюбивым планам, десятка земли здесь и вопросы семьи, вопросы вашей пары, вопросы места вашего пребывания, проживания. Тут тоже вы можете что-то изменять. Но всегда десятка земли – это по максимуму, опять же, какие-то возможности воплощения мечты. Причем самые разные. Эта карта сама по себе в этой колоде изобилия, благополучия, знаний, кстати, и кто-то из вас
может обучаться чему-то новому. Почему? А потому что вы видите в этом финансовые перспективы. Или свою самореализацию. По десятке Земли самореализация тоже проходит. Ведь откуда-то к нам приходят же деньги, правда? И если мы возьмем вот этот финансовый контекст, каким образом вы зарабатываете или видите это в перспективе, скорее всего, где-то в апреле месяце вы будете брать правильные ориентиры. Вообще какие-то очень правильные ориентиры у вас могут быть пересмотрены, ну, где-то с ситуациями прошлого, и вторая половина апреля перед вами открывает, ну, знаете, такой более продуктивный период жизни. И с учетом этих двух карт я могу предположить, что многие двери для вас будут открываться, ну, знаете, вы не будете чувствовать какой-то душевной тяжести. Некоторые вопросы как будто легче будут решаться, или вот эти двери не просто перед вами распахнутся, аллегорически говоря, а вам еще и будут рады. Поэтому как богатство, знания, возможности, решение некоторых вопросов может быть связанных с переездом или с вашим домом, место вашего пребывания. Что прояснится. Я всегда называю карту пятерку огня или пятерку жезлов, карта информационного хаоса. Поэтому тут действительно ожидает вас еще масса новостей. И причем вот такой хаос или какая-то сбивчивая информация, которая может вас словно так вот закружить, захватить, или, знаете, может быть и выглядит как пафосно. И здесь вам придется распределять зерна от плевел, чему вы можете доверять, а чему нет. Конечно, если мы смотрим, спросили, по крайней мере, такой вопрос, что прояснится, вы придете к выводу, что многое из той информации, которую я получил или получила ранее, на самом деле, не имели продолжения или просто были фейком. Мы можем такое, к этому прийти. И точно такая же метаморфоза может быть и наоборот. То, чему мы прежде доверяли, вы здесь тоже пересмотрите и увидите, что нет, меня либо пытались тянуть какую-то не ту историю, либо вы сами можете анализировать, что какие-то люди в вашем окружении не имеют значения или ведут вас куда-то не туда. Ну, условно говоря, если вы будете продолжать какие-то контакты, то для вас нет там прогресса. Или это есть какие-то чужие интересы, которые с вашими никак не совпадают. Тем не менее, работать с информацией явно вам придется до конца апреля, потому что даже с этим ворохом информации может приходить какое-то очень рациональное зерно. И знаете, здесь вот мы говорим, в этой колоде как раз и проходит такое значение эксперимент с безумной идеей. Колет Барон Рид, которая создала эту колоду, это психолог и таролог с большим стажем, она так и прописала. Эксперимент с безумной идеей. То есть вот сбивчивая информация, да, есть, но есть и какая-то, может быть, безумная идея. Или то, что еще пока как желание, которое не оформилось в какую-то стратегию, тактику, в какой-то тезис-план. Но, тем не менее, это нужно принять во внимание. По этой карте мы, кстати, уважаем различия. Это могут быть как разные контакты или возобновление контактов. Я говорила даже с теми людьми, которых мы прежде словно исключили из области нашего внимания, или это те люди, от которых мы отказались, от каких-то контактов. Здесь могут быть ведь подобного рода тоже метаморфозы. Но, знаете, какой-то парадокс, он все равно должен принимать реальные формы, потому что у вас правильный ориентир вы делаете. Просто приготовьтесь к тому, что какую-то информацию вам придется перепроверять многократно. И то, что поначалу может выглядеть правдоподобно, на деле может как раз оказаться как дорога в никуда. И совсем наоборот. То, что поначалу может быть, ну, так с виду, именно так себе, непонятно, серо как-то, а может как раз в себе заключать большой потенциал. Итак, знаки судьбы. Что вам хотят сказать высшие силы, подсказки? Туз воздуха или туз мечей. Я называю эту карту часто выход из лабиринта, выход из какой-то путаницы. Мы только что об этом с вами говорили. Какая-то путаница будет устранена. Причем для вас это будет совершенно очевидно. Вам не хочется уже заблуждаться. Вам, кстати, чего вам не захочется, и это будет как подсказка судьбы.
блуждать словно в потемках или доверяться тем, кому доверяться не следует, не захочется участвовать в тех проектах, которые ну, не приводят вас к какому-то либо бонусу, либо для вас не служат прогрессом, либо они вас не делают популярными, или они не каким-то образом, ну вот вашу самодостаточность не укрепляют. Потому что по этой карте в этой колоде судьба и рок. И вот подсказка. Будьте внимательны к подсказкам судьбы, к любой информации или к тем людям, которых вы встречаете, к тем своим мыслям вы выбираете правильное направление. Вот с чем вы определяетесь, потому что это будет продолжено. Кто знает, раз вам выпадает судьба, рок, вот как туз воздуха в этой колоде, то по аркану солнца, возможно, это только начало до конца года, вы как будто будете набирать только этот темп. И правда, вторая половина года для вас может убыстряться, как жизненный темп будет более активным. Ну, кто знает, может быть, это продолжится лет на 10-20. Поэтому помните, кто-то из вас, вот вторая половина апреля, словно вы выбираете судьбу. Подсказки высших сил, знаки судьбы, король воды. Но это ваша задумка, безусловно. Это карта надежного любящего человека, олицетворение вашего знака зодиака. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Конечно, это вопросы личной жизни, нашего, как и домашнего уюта, благополучия. Король воды, как подсказка, да, если мы говорим. Это единственный персонаж в колоде, который умеет не путать эмоции, чувства с материализмом. Вот, наверное, и для вас, как знаки судьбы. И, кстати, нам здесь прописали, ведь, правда, уже какой-то материализм присутствует. Поэтому если те области вашей жизни, где нужно проявлять эмпатию, это личная жизнь, наша любимая, то там чувства не стоит сдерживать. Их как будто раскрыть нужно по полной. Позволить себе самому, может быть, раскрыться в отношениях с любимым человеком. И есть, тем не менее, те вопросы благополучия, деньги, один из способов взаимодействия с миром. И это где-то ваша уверенность. Так вот, в денежных вопросах эмоций добавлять как раз не нужно. Не нужно складывать и камни, и яйца в одну корзину, а вот быть рациональным человеком. Поэтому где-то в этом я вижу подсказку. Но и одновременно проходят супруги, поэтому для кого-то из вас очень серьезные намерения по части решения вопросов личной жизни, скорее всего, вы будете как минимум, может быть, со своим партнером оговаривать, что-то прояснять в течение апреля, или, может быть, надумаете жить вместе, если была какая-то дружба. Это гармоничное сотрудничество. И вот для вас такое гармоничное сотрудничество должно касаться всех сфер жизни, как и личной любовной истории, так, если мы говорим о материализме, вот такое гармоничное сотрудничество, когда есть взаимный энергообмен, не игра в одни ворота, а когда вам откликается конкретный человек, и пусть это вопросы касаются бизнеса, творчества, работы, учебы или ваших каких-то намерений, но вы получаете и какую-то обратную связь. Вот эта гармония, она словно должна пропитать всю вашу жизнь. Это как знак судьбы, подсказка судьбы. К чему же все идет? Знаки судьбы, будущее, мои дорогие, тройка огня. Ну вот как на этом корабле таком, да, воздушном, который, тем не менее, как ракушка. И это своего рода тоже символ сохранения богатства, имущества, изобилия, процветания. И очень символично, что у вас как раз об этом с первых карт соответственные, да, арканы выпадают. Поэтому вот какой-то благополучной жизни этап, который у вас может раскрыться в апреле, должен быть продолжен на длительный период времени. Какая-то перезагрузка между прошлым и будущим вы можете ощущать. Вот в любой день апреля или в течение апреля месяца вы выбираете судьбу, рок, мы с вами сказали. И вот это, что будет продолжено или к чему все идет. Продолжение само по себе следует. И это когда мы уже смотрим в будущее. Мы смотрим, строим планы на будущее, когда расширяются возможности, когда мы достигаем то, к чему мы стремимся. И вот это будет продолжено. Наверное, все то, что я говорила с первых карт, мои дорогие.
Запомните, у вас во всех жизненных сферах должен быть как и порядок, так и вот это гармоничное сотрудничество, потому что уже на пороге старт в будущее. Ну, собственно, мы с этого начали, но я так вижу, что это не просто период в полгода или до конца 2025. Что-то должно быть продолжено, потому что я могу предположить, как и по личной жизни, так и по сфере вашей или роду вашей деятельности, занятости или вашим каким-то грандиозным планом, вашей миссии в конечном итоге Солнце. Вот эта история будет продолжена на длительный период времени. Или вот эти возможности, которые у вас даются теперь, в апреле, вы должны преувеличить, приумножить с дистанцией лет как минимум на 10. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.